Глава 63. Селянь удивился. «И почему же мне нельзя это пить?» Государыня взяла кубок, вылила немного содержимого на платок и приложила к лицу, втирая в кожу. «Недавно нам привезли партию свежих фруктов с горы Тайцан. Я не люблю есть вишню, но по одному рецепту ее мякоть можно наносить на лицо. Вот я и размяла немного, попробовать». Никакого результата не увидела и уже собиралась попросить слуг вылить кубок. «Разве это еще можно пить?» Селянь, послушав, улыбнулся, но в душе вспомнил вчерашнее происшествие. Мать Муцина не может себе позволить поесть вишню больше одного раза в год, а самого Муцина осыпают насмешками, когда он собирает ягоды на горе. Наверняка ему тяжело было бы увидеть что-то подобное. Боясь, что Муцин услышит и расстроится, Селянь с улыбкой перевел разговор в другое русло. «Может быть, для меня все-таки найдется что-нибудь съестное». Государыня улыбнулась. «Ну что ты такое говоришь, если кто услышит, ненароком подумает, что я морю тебя голодом. На самом же деле ты с самого детства слишком разборчив в еде. У меня никак не получалось тебя откормить. Ты так сильно похудел за все время, что провел на горе. Сегодня будешь есть то, чем матушка тебя накормит. И не вздумай привередничать». Они еще немного поговорили ни о чем, потом государыня спросила принца о происшествии на праздничной церемонии. В ее голосе звучало беспокойство, из слов советника я поняла, что это серьезная проблема. «Не знаю, могу ли я чем-то помочь. Тебя подвергнут наказанию». Селянь еще не успел ответить, когда Цижун вставил слово. «ХМФ, мой царственный брат ни в чем не повинен, это ведь не он свалился со стены. Если кого и наказывать, то лучше наказать того мелкого задохлика». Селянь подумал, какого еще задохлика? Но не успел он одернуть Цижуна, государыня рассмеялась. Как раз в этот момент она вдруг заметила снаружи зала еще двоих юношей и произнесла: «А кто это, дитя, рядом с Фэн Синем? Впервые замечаю прибавление в твоей свите». Тогда Селянь с радостью ответил: «Это Муцин, вчера на празднике он исполнял роль демона». После этих слов брови Цижуна чуть нахмурились. Государыня же спросила: «А? Пусть подойдет, я взгляну на него. И Фэн Синь пусть заходит». Повинуясь, Фэн Синь и Муцин вошли в зал и встали перед государыней на одно колено. Женщина внимательно оглядела Муцина и сказала Селяню: «Вчера я лично убедилась, что он неплохо сражается. Очень симпатичный юноша, лицом похож на образованного министра. Вот уж не думала, что он столь умело обращается с саблей, да еще источает такую яростную ауру в бою». Селянь улыбнулся до ушей. «Правда. Мне тоже кажется, что он весьма неплох». Цижун, однако, с прохладой в голосе спросил: «А? Так это он вчера был под маской демона?» Селянь тут же почуял неладное. Не обманув ожиданий, в следующий миг Цижун вдруг вышел из себя, схватил нефритовый кубок с чайного столика и вознамерился с яростью выплеснуть его прямо в лицо Муцину. «Вот твоя награда». Селянь ловким движением выбил кубок из рук Цижуна, не дав ему тем самым исполнить задуманное. Затем схватил двоюродного брата за шиворот и воскликнул: «Цижун, что ты творишь?» Цижун, даже вздернутый за ворот, продолжал вырываться и огрызаться: «Но, брат, я лишь помогаю тебе вразумить отбившуюся от рук прислугу. Вчера, пока ты не появился, он в одиночку выплясывал на платформе, да еще с такой радостью. То и дело выпрашивал одобрение публики. Какая-то мелочь, а возомнил себя главным героем торжественного шествия. Еще и взбунтоваться решил». Государыня так и застыла, удивленно пролепетав: «Жун, что ты делаешь?» Сок вишни не попал на лицо Муцина, но запачкал одежду. Однако юноша по-прежнему остался стоять на колене с мрачным и бледным лицом, ведь государыня не разрешала ему подняться. Селянь передал Цижуна Фэн Синю, не позволяя ему лезть в драку. Фэн Синь протянул одну руку к Цижуну, но мальчишка тут же осыпал его пинками и тумаками, выплевывая ругань: «А ты что еще за дрянь? Откуда в тебе, псина, столько смелости, чтобы хватать меня своими руками?» У Селяня от безысходности разболелась голова. Принц произнес: «Цижун, в последнее время твое безобразное поведение становится все более невыносимым.
затем повернулся к государыне. «Матушка, забыл вам кое-что сказать. Заберите у него золотую повозку». Цзэжун удивленно вздрогнул и заорал: «Нет, не надо». «Почему?» «Это подарок от тети на мой день рождения», — Селянь возразил, чтобы это не было, ее следует забрать. «Только что по пути во дворец ты едва не натворил бед. Пока не научишься аккуратно править повозкой, не прикасайся к ней». Государыня охнула и спросила: «Едва не натворил бед?» Каких бед он едва не натворил? Селянь вкратце описал ужасную манеру Цзэжуна править повозкой. У виновника от ярости покраснели глаза. Он продолжал кричать: «Царственный брат несправедливо меня обвиняет. Ясно ведь, что я ни одного прохожего не сбил». Селянь, не зная, как еще его вразумить, ответил: «Только потому, что кое-кто не дал этому случиться». Цзэжун в момент вырвался из рук селяня и, раздуваясь от ярости, выбежал прочь из дворца Цифэн. Государыня несколько раз позвала его, однако он так и не вернулся, поэтому женщина беспомощно произнесла: «Я поговорю с ним об этом завтра». Ох, это дитя, он так долго мечтал о повозке, а несколько дней назад отпраздновал день рождения. Глядя, как сильно он желает получить ее, я подарила ему повозку. Кто же знал, что все так обернется? Я бы не стала делать такой подарок, если бы предполагала подобное. Селянь спросил: но зачем ему непременно понадобилась повозка? Он сказал, что тогда сможет в любое время ездить на гору Тайцан и возить тебя во дворец. Подумав, что Цзэжун, в конце концов, преследовал добрые намерения, Селянь замолчал. Спустя пару мгновений принц заключил: «Вам лучше найти ему учителя, который сможет обуздать его нрав. Ни в коем случае нельзя продолжать в том же духе, это никуда не годится». Государыня вдохнула: какому учителю под силу его вразумить? Он всегда слушался лишь тебя одного. Неужели ты предлагаешь, чтобы он вместе с тобой отправился на гору, занялся совершенствованием тела, духа и нрава? Но советник под страхом смерти не желает принимать его в ученики. Селяню даже мысли об этом показались смешными и страшными. Принц покачал головой. Если Цзэжун с его-то характером поселится в монастыре Хуанси, ни одному живому существу на горе Тайцан не будет покоя. Эта проблема вызывала у обоих, матери и сына, ужасную головную боль. Никто не мог найти подходящего выхода, поэтому они решили пока отложить этот вопрос. Под вечер, повидавшись и немного поболтав с родителями, Селянь покинул императорский дворец. Каждому было известно, что его высочество, наследный принц, посвятил всего себя самосовершенствованию, и с тех пор, как переехал жить в монастырь Хуанси на горе Тайцан, все реже виделся с родителями. По этому поводу государь, по большей части, не имел возражений, а вот государыня никак не могла смириться. Покинув дворец, Селянь решил пройтись по столице и заодно, как пообещал вчера, проводить Муцина к его дому. Жилища богачей за красными воротами и грязные землянки бедноты всегда отделяются одним лишь переулком. Отчий дом Муцина ютился как раз в таком темном переулке на самой оживленной улице столицы. Стоило троим юношам подойти к входу в переулок, их тут же окружили 5-6 детишек в лохмотьях, которые наперебой кричали: «ГГГГ вернулся». Селяню это сначала показалось странным, почему, встретив незнакомца, дети зовут его ГГ. Однако почти сразу принц заметил, что они обращаются вовсе не к нему, а к Муцину. Ребятня так и ластилась к юноше, но Муцин не удостоил их ответной добротой. В этот раз ничего нет. Хватит кричать. Он сохранял невозмутимое выражение, однако тон его голоса на самом деле вовсе не был таким уж холодным. После Муцин повернулся к Селяню и произнес: «Ваше высочество, не обращайте внимания. Это местные дети». Но ребята, очевидно, были хорошо знакомы с Муцином и привыкли играть с ним, поэтому ни капли не испугались, наоборот, с хихиканьем окружили юношей и протянули грязные ладошки, выпрашивая у Муцина угощение. В конце концов, юноша все-таки достал из кармана гроздь похожих на рубины вишен и разделил между детьми. Фэн Синь ужасно поразился увиденному, кажется, он совершенно не ожидал от Муцина ничего подобного.
И неудивительно, Муцин своим крайне безразличным и прохладным бледным лицом производил впечатление человека, который будет смотреть, как незнакомец умирает от голода у него на глазах, но не поделится едой. Селянь же не удивился ни капли. Вначале он тоже хотел чем-нибудь угостить детишек, но, к сожалению, у него не было привычки носить при себе сладости, а приказать Фэн Синю дать детям немного серебряных монет выглядело бы подаянием попрошайкам, поэтому принц счел такой поступок неподобающим. Никто не мог представить, что в следующую секунду вдруг послышится громкий топот копыт и ржание, а затем по улице пронесется душераздирающий визг. Юноши переменились в лице. Селянь первым выбежал из переулка. По обеим сторонам улицы царила неразбериха, все летело кувырком, прохожие разбегались в стороны, по земле катились красные яблоки и желтые груши. Не успев понять, что происходит, принц услышал безумный хохот и крик молодого парня: «С дороги, все пошли вон! Если кого задавлю насмерть, так я здесь ни при чем, это у вас глаз нет, смотреть разучились». Фэн Синь выругался и воскликнул: «Это опять Цзэжун». Все верно, Цзэжун стоял на своей роскошной золотой повозке и со зверским выражением лица размахивал кнутом, стегая белую лошадь так, что та неистово ржала. Селянь крикнул: «Остановите его!» Золотая повозка просвистела перед ними, Фэн Синь крикнул «Есть!» и бросился вперед. Селянь же вознамерился осмотреть прохожих и лавочников, которых сбил Цзэжун, чтобы убедиться, не поранились ли люди. Как вдруг принц заметил кое-какую странность. Резко обернувшись, он увидел, что за большой золотой повозкой тащится толстая длинная веревка. А на конце той веревки привязан холщовый мешок. Мешок не пустовал, в нем как будто что-то непрестанно барахталось. И, судя по всему, это был человек. В следующий миг селяня пробрало морозом по коже. Еще секунда, и он бросился за мешком. Белая лошадь, подстегиваемая Цзэжуном, не щадя сил, бешено мчалась вперед, так что даже повозка едва не взлетала следом. Фэн Синь бросился к животному, чтобы удержать, вот только быстро это сделать явно не получится. Селянь в 3 шага догнал повозку, вынул меч из ножен и рубанул по веревке, отрубив ее от повозки. Холщовый мешок упал, прокатился по земле и замер. Селянь склонился над мешком. Неизвестно, сколько его уже волокли по земле, кое-где мешок изодрался, и, кроме грязи, на нем виднелись следы крови, словно внутри лежал труп. Принц снова взмахнул мечом, разрубая веревку, которая связывала горловину мешка, открыл, заглянул внутрь и увидел, что в мешке действительно находится человек. К тому же это был ребенок. Селянь одним движением разорвал мешок. Малыш внутри свернулся калачиком, крепко обнимая голову руками. Грязная одежда пестрила, если не следами ног, слишком большими для ребенка, то свежими пятнами крови. Волосы слиплись и спутались от крови и грязи. Очевидно, мальчик перенес жестокие побои, так что теперь даже на человеческое дитя походил с трудом. На вид совсем маленькому мальчонке было не больше 7-8 лет, он дрожал так, будто с него живьем сняли кожу. В голове не укладывалось, как он смог остаться в живых после того, как его зверски избили и проволокли по земле. Селянь немедля протянул руку к шее ребенка и облегченно выдохнул, нащупав пульс, который все же бился довольно ощутимо. Принц тут же поднял маленькое тельце на руки, обернулся и, вне себя от гнева, закричал: «Фэн Синь! Сейчас же сними Цзэжуна с повозки!» Он никогда в жизни не думал, что в государстве Синьлэ может случиться что-то подобное. Посреди бела дня, прямо на оживленной улице, отпрыск знатного рода затолкал живого человека в мешок и потащил по земле за повозкой. Что было бы с ребенком, если бы принц не вмешался? Мальчик бы наверняка сегодня попрощался с жизнью, впереди послышалось отдаленное лошадиное ржание и гневные вопли Цзэжуна, после чего громкий крик Фэн Синя: «Сделано!» Селянь в пару шагов нагнал их и как раз подоспел к моменту, когда Цзэжун издал истошный вопль и гневно забранился: «Ах ты наглая псина, слуга, что ты о себе возомнил? Как ты посмел меня калечить? Где только храбрости набрался?» Выяснилось, что Фэн Синь никак не мог сдернуть парня с повозки, поэтому пришлось отбирать поводья.
Цзэжун, конечно, не желал их отдавать, и все тянул на себя, так что Фэн Синь в минуту опасности случайно столкнул его с повозки. Упав на землю, Цзэжун прокатился по ней так, что содрал в кровь колени. А увидев вокруг кучу свидетелей, и вовсе невыносимо разгневался. Но тут раздался голос Селяня: «Это я ему приказал». Цзэжун открыл и закрыл рот, затем воскликнул: «Мой царственный брат!» Селянь в гневе закричал на него: «Посмотри, что ты натворил!» Цзэжун, я просто, как вдруг ребенок на руках Селяня поежился, потом медленно расслабил руки, которые прижимал к голове, и теперь с опаской смотрел на принца из-под локтя. Селянь тут же унял гнев, склонил голову и мягко спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Где-нибудь сильно болит?» Малыш все еще находился в сознании, он не лишился чувств от боли и не помутился разумом со страху, поэтому просто покачал головой. Селянь, увидев, что открытая часть лица мальчонки залита кровью, хотел было взглянуть, не поранил ли тот голову, но к вящей неожиданности принца ребенок закрыл руками другую половину лица столь плотно, что казалось, он скорее умрет, чем позволить принцу посмотреть.